Большой шикарный шоколадный торт. И очень-очень простой. Миксер не использую. Мука 300 граммов. Просеиваю. Также просеиваю какао 40 граммов. Сахар 150 граммов. Чайная ложка соды пищевой. Чайная ложка разрыхлителя. Щепотка соли и чуть-чуть ванилина. Все сухие ингредиенты перемешиваю до полного объединения масс. Сухие ингредиенты перемешаны. И теперь яйца. 2 яйца. Взбивать не надо, прямо вот так перемешиваю. Молоко 250 миллилитров, но я его разделила. Половина молока у меня комнатной температуры. Выливаю к яйцам. И сюда же отправляю 60 граммов сливочного масла. Я его растопила в микроволновке. И все это выливаю к сухим ингредиентам и перемешиваю. А теперь идет горячее молоко. Я его подогрела в микроволновке. Тесто готово. Посмотрите, какое оно получилось. Без комочков. Такой средней консистенции. Не жидкое, не густое. Этому тесту не страшно постоять 5 минут, пока я приготовлю форму для выпекания. Форма у меня размером 24 сантиметра диаметром. Дно затянула бумагой для выпечки. Ничем не смазываю форму. И все тесто отправляю в форму. Чуть-чуть распределяю, чтобы по краям хорошо разошлось, чтобы сильно шапки не было. Пару раз вот так стряхну и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать. Бисквит готов. Выпекался он 40 минут. И уже постоял у меня минут 30, немножко остыл, и теперь можно его вытащить из формы. Тонким ножом прохожусь по краям. И открываю. Довольно-таки высокий бисквит получился. То, что сверху шапочка, ничего страшного, она срежется. Снимаю низ формы и бумагу. Все хорошо снимается. И даю коржу полностью остыть на решетке. Этот торт можно приготовить с заварным кремом. Но у меня будет самый простой на свете крем. Сливочное масло и вареное сгущенное молоко. Сначала взбиваю сливочное масло, потом постепенно добавляю сгущенное молоко и взбиваю. Посмотрите, какой крем получился, плотный. Этот крем очень вкусный, плотный и быстрый, самый быстрый крем на свете. Бисквит остыл, и теперь его разрежу на 3 части.
Первый корж готов. Посмотрите, какой внутри получился бисквит. Ой, как вкусно пахнет шоколадным бисквитом. Прелесть. Очень хорошо разрезается. Вот я на 3 части разрезала с помощью большого длинного хлебного ножа. Для этого торта обязательно пропитка. Я сварила 100 мл воды кипяченой, столовая ложка сахара и 2 столовые ложки коньяк я добавила. Но это не обязательное условие. Коньяк можно не добавлять. Но я хочу, чтобы еще у меня такой легкий аромат коньячный был. И пропитываю. Каждый бисквит тщательно пропитаю. Потому что крем у меня не пропитывает. Поэтому я пропитываю бисквит от середины к краям. И про края бисквита не забываю. Обязательно края тоже надо пропитать. И теперь идет шикарнейший крем. Мне надо распределить, чтобы хватило. Коржи у меня большие, торт будет очень большой. Идет следующий корж. И не забываем про пропитку. И следующий корж. И тоже обильно пропитываю. Здесь можно кисточкой. Торт промазан кремом. Я натерла шоколад. Горький шоколад из холодильника натерла на мелкой терке. И получается вот такая мелкая такая стружечка шоколадная. Посыплю торт шоколадом, будет еще красивее. И сверху, и по бокам. Смотрите, какая красота получилась. Огромный большой шоколадный торт. Шоколадно-бархатный торт. Хватило бы даже пол шоколадки на то, чтобы посыпать. Я просто очень обильно посыпала. Этому торту можно поставить в холодильнике всего лишь часик. И он уже стоял в холодильнике всего лишь час. Остается только отрезать кусочек. О, очень-очень мягенький. Отрезаем щедрый кусочек. И смотрим, что же там внутри. А внутри вот такая красота. Смотрите, какой аппетитный срез. Тот шоколадный бархат. Мягенький такой. Хоть он такой мягкий, но он у меня даже не стоял в холодильнике долго. Всего лишь часик. Смотрите, какие кусочки аппетитные. Это не торт, это просто мечта сладкоежки. Очень мне понравился вот это сочетание этого бисквита шоколадного, пришоколадного с этим кремом, который всегда вкусный. Очень удачное сочетание. Настоящий шоколадный бархат. Нежный, сочный, просто тает во рту. И супер простой в приготовлении. Буквально вот 2 часа и торт готов. Попробуйте приготовить торт шоколадный бархат именно по этому рецепту. И вы не пожалеете, это точно. И вкусных вам тортиков, друзья. И всех с праздником!